со всего курса только двое прыгали удачно с трамплина на 30 метров на лыжах. Это был я и один профессиональный лыжник. У меня получилось прыгнуть для зачета, и я думал, на этом все закончится. Но мы даже несколько раз от института выступали на соревнованиях. Я перекрещусь перед трамплином и полетел. Интересное ощущение. Особенно, когда летишь, и там есть такой момент, когда не видишь землю. Я в этот момент замру в той позиции, как нас учили. Не дышу и даю себе слово. После института никогда больше не прыгать. За плавание меня чуть было не исключили из института, так как я проплыл дистанцию зачетную за однокурсника, который не укладывался во время. Я расслабился, когда плыл, а получилось так, что из-за этого выполнил по времени второй разряд. И подмена раскрылась. Он был боксер с ногами вогнутыми внутрь. И потому, когда он плавал, то не плыл вперед, а как-то у него получалось так, что он плыл назад. Короче, умора. Но смех смехом, а меня тогда лишили стипендии на 3 месяца и чуть не отчислили из института. Порядки тогда были строгие. В общежитии нас жило в одной комнате 12 человек. Но это было как-то незаметно. И как-то так случилось, что иногда мне приходилось наводить порядок, когда кто-нибудь перезанимается. А так, коллектив у нас был хороший, дружный. Играли в хоккей зимой почти каждый вечер. Причем ни у кого не было шлемов. Костюмы всегда были готовы под кроватью. Боксом я решил не заниматься серьезно, так как заметил, что это сказывается на моем зрении. Учителем по боксу у нас был знаменитый в то время в СССР боксер Князев. Он проработал всю жизнь, обучая спецназ, и из-за этого всегда учил нас, приговаривая: вот так бьют в боксе, а вот так нормальные люди. Из-за этого у нас на соревнованиях по боксу всегда был в голове хаос. Но когда я стал преподавать боевое самбо в школе милиции, его уроки очень пригодились.
Боксеры обычно люди немножко грубоватые. И вот однажды легкоатлет, еврей по национальности из Одессы, очень тихий человек, вдруг взвился на очередную грубость мастера спорта по боксу. Говорит: «Если ты такой крутой, попробуй, сдвинь меня с этой черты за минуту, за ящик пива». Тут все собрались вокруг, обозначили черту, засекли время и смотрим. И что бы вы подумали? Боксер ничего не смог сделать. У одессита руки внизу, все открыто, а боксер не может его сдвинуть с одной черты. Вы можете это себе представить? Посрамленный боксер побежал за пивом. Вот так я воочию увидел, что значит уличный боец. Оказывается, этот одессит был в свое время уличным бойцом. Никогда не занимался боксом, а вот просто от природы чувствовал дистанцию. Этот случай мне запомнился, и я всегда старался потом развивать у ребят их природное чувство дистанции, так как это может быть решающим моментом в схватке. Этого бойца из Одессы звали Натан Блюм. Натан Блюм рассказал, что в юности был профессиональным уличным бойцом, но в какой-то миг осознал, что его на всех парусах несет в криминал. И тогда прекратил и стал заниматься легкой атлетикой. Стал чемпионом СССР по молодежи по бегу. Был рекордсменом. Мы с ним хорошо сдружились. Он мне всегда говорил, что завидует мне в том плане, что я умею говорить на родном языке и имею какое-то место на земле, где на этом языке можно общаться. Он был евреем, и с детства его из-за этого преследовали. И именно из-за этого он стал заниматься уличными боями, чтобы доказать всем, что евреи могут и кулаком работать. Он не знал еврейского и решил в Питере пойти на курсы еврейского языка. Там он познакомился со своей будущей супругой Эльвирой. Через какое-то время они эмигрировали в Израиль. Когда я уже жил в Абакане, неожиданно Натан Блюм позвонил мне. Говорит: «Давай споем что-нибудь из студенческих песен». Я ему говорю: «Это же дорого». А он говорит: «Ничего, это только деньги». И мы с ним поем по телефону, как в фильме «Мимино». Так он звонил ко мне несколько раз. Говорил, что сильно скучает по СССР, но возвращаться не хочет. Израиль
стал для него новым домом. Жена моя, Эльза, все говорила: «Прекращайте ваши разговоры, вас же прослушивают». А я ей говорю: «Мы же про политику не говорим, только поем о нашей молодости. Пусть слушают». Утро туманное, утро седое, Нивы печальные, снегом покрытые. Нехотя вспомнишь и время былое, Вспомнишь и лица давно позабытые, Вспомнишь и лица давно позабытые.